Всем привет! Многие из вас помнят, как 16 ноября появилась новость о том, что Владимир Путин возмутился высоким и необоснованным ценам на новые автомобили. Тогда президент поставил задачу перед главой Минпромторга Денисом Мантуровым разработать ряд мер по снижению стоимости авто. Правда, уже в тот момент ответ Мантурова поставил под сомнение дальнейший положительный исход. Все, что смог предложить глава Минпромторга, распространить льготное кредитование на военнослужащих. Но доля оптимизма все равно была, ведь сам президент дал указания о снижении стоимости автомобилей. И вот прошло уже 5 месяцев. Но автомобили как стоили конских денег, так и продолжают стоить. Кроме того, АвтоВАЗ снова повысил стоимость всех своих автомобилей. Кабинет министров должен представить отчет президенту о проделанной работе уже через несколько дней. Вот только что доложат президенту. Если посмотреть на ситуацию на рынке новых автомобилей, с начала года реально цены снизила только китайская марка Haval. Но и то не так сильно, чтобы на этом заострять внимание. Все автомобили Lada, которые все еще выпускаются на АвтоВАЗе, подорожали в цене. Так, Lada Granta стоит от 725 тысяч рублей, Lada Niva Legend от 882 тысяч, а Niva Travel и того перешагнул отметку в 1 миллион 15 тысяч рублей. И это бюджетные и доступные автомобили для народа? Дешевле 1 миллиона рублей сегодня стоят только две вышеперечисленные модели от АвтоВАЗа, а больше новых автомобилей по таким ценам у нас нет. УАЗ-буханка, которая уже 100 лет, и та стоит 1 миллион 300 тысяч рублей. А про стоимость Патриота и говорить нет желания. А вы знали, что на Автоспот можно не только найти лучшее предложение по стоимости ТО, но и посмотреть рейтинг сервиса и отзывы реальных клиентов. Поэтому, если вам нужно пройти ТО, сделать диагностику или ремонт автомобиля, как у официальных дилеров, так и в независимых проверенных автосервисах, то вам на autospot.ru. Ссылку на секретные акции, скидки и спецпредложения я оставил в описании, пользуйтесь. Там же вы найдете лучшие предложения на новые автомобили. Еще 2 года назад за 1 миллион и даже дешевле было куда больше автомобилей. Те же Kia, Hyundai, Skoda, Volkswagen, узбекская линейка моделей Chevrolet и еще некоторые модели. Но они от нас ушли, а все, что осталось у нас на рынке от этих моделей, сейчас стоит около 2 миллионов рублей. Журналисты уже спрашивали главу АвтоВАЗа, почему некогда бюджетные автомобили сегодня так дорого стоят. Максим Соколов ответил, что после краха логистических цепочек поставок комплектующих из Европы пришлось переходить на отечественных поставщиков, которые гнут цены на свою продукцию. Вот и выход, что стоимость комплектующих выросла. Снижать стоимость автомобилей предприятие просто не может, иначе будет работать себе в убыток. Многие предлагают убрать или снизить таможенные пошлины и утилизационный сбор с ввозимых автомобилей. Тогда и китайские автомобили будут стоить не так дорого, и их продажи возрастут еще больше. Но тут есть два важных «но». Государство будет терять колоссальные отчисления в бюджет, которых и так стало меньше после ухода иностранных марок. АвтоВАЗ, который и так боится конкурентов из Китая, окончательно загнется. А может заставить китайцев не так сильно накручивать цены на свои автомобили, ведь у себя на родине они стоят в несколько раз дороже. Можно, но тогда и они могут попросту уйти с нашего рынка, ведь сейчас они активно начинают продвигаться в другие страны. Та же Амода начинает продажи в 25 новых странах. По поводу китайских марок, наш рынок по большому счету им вообще не интересен, так как объемы продаж у нас совсем мизерные, особенно в последнее время. Зато на нашем рынке они могут отлично обкатать свои автомобили и уже потом пустить их в Европу. Реально изменить ситуацию может только возвращение ушедших марок. Тогда многократно возрастет конкуренция, а в таких условиях производители вынуждены завлекать покупателей лучшим предложением на рынке, оснащением и сервисом. Но пока ушедшие от нас товарищи не спешат возвращаться. Но зато к нам рвутся иранцы, которые вряд ли смогут повлиять на ситуацию. Поэтому, чтобы там ни говорил Путин и как бы ни пытались выкручиваться чиновники, стоимость автомобилей снижаться не будет. Рынок диктует свои правила. А как считаете вы, почему автомобили только дорожают? Пишите в комментариях.